Привет! Что вы ощущаете, когда оказываетесь в комнате, в которую не попадает ни один лучик света? Страх и ужас? Возможно, ваше воображение настолько бурное и яркое, что проецирует зловещих монстров возле вас самих, которые могут говорить, пугать или давать определенные указания. И под гнетом страха убежать будет достаточно сложным, поскольку ноги становятся будто ватными. Как вы уже догадались, сегодня мы затронем одну из самых частых фобий, которые бывают у человека. Перед просмотром поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а мы начинаем. Никтофобия – это боязнь темноты, страх зайти в темное помещение или даже находиться в нем короткое время, невозможность пройти по неосвещенной улице или аллее парка. На самом деле, такой страх – это не боязнь темноты как таковой. Человек боится того, что может скрываться или произойти в темноте. Рисуя эти сценарии в воображении, они становятся для него практически реальными. Не бойся темноты, бойся того, что она скрывает. Этот афоризм отлично иллюстрирует глубинные причины никтофобии. С этим разобрались. Теперь поговорим, чем она может быть вызвана. На самом деле, это довольно сложно сказать, так как на наше восприятие окружающего мира влияет множество факторов, определяющих дальнейшее поведение. У одних с возрастом этот страх рассеивается, а у других, наоборот, приобретает еще более устойчивый характер. Ученые предполагают, что на чувствительность и восприимчивость человека влияют циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, так как в генетической памяти поколений ночь зафиксировалась как наиболее опасный период. Еще в древности темнота несла нашим предкам много неприятностей, нападения хищников, воинственных племен и прочее. Эта генетическая память и лежит в основе возникновения страха в условиях полной или частичной темноты. Еще один путь передачи страхов, по мнению ученых, заложен в самих родителях. Если у них есть боязнь темноты, вероятность того, что их дети также будут подвержены этому страху, составляет аж 80%. Это объяснено общими особенностями нервной системы и тем, что родители пользуются неизменно большим авторитетом, и между ними и ребенком существует максимально близкий и тесный эмоциональный контакт. Тревожность родителей не только подкрепляет, а даже усиливает беспокойство и страх ребенка. Окей, так именно кому может грозить боязнь темноты? Никтофобия гораздо чаще встречается у детей, чем у взрослых, хотя люди всех возрастов могут бояться темноты. Дети и взрослые, у которых был травмирующий или тревожный опыт в темноте, с большой вероятностью разовьют этот тип фобий, особенно если событие произошло в темноте. Воспоминания об этом страшном опыте могут вернуться всякий раз, когда гаснет свет или даже когда вы думаете о том, что находитесь в темноте. Никтофобия также может развиться после просмотра фильма ужасов или прослушивания огорчающей истории. Вы или ваш ребенок можете воспроизводить эти пугающие образы в своей голове, и если вокруг вас слишком темно, вы можете беспокоиться о том, что вызывающие страх объекты реальны. Давайте рассмотрим основные триггеры данной фобии. Почти каждый человек время от времени чувствует себя неловко или некомфортно в темноте. Но специфическая фобия – это больше, чем просто случайный страх. Дети и взрослые с никтофобией часто испытывают сильное беспокойство, когда входят в темное пространство, например, в кино. Готовятся ко сну, наблюдают, как заходит солнце, задумываются, будто они находятся в темноте, гасят свет, смотрят страшные фильмы с ночными сценами. А теперь я вам расскажу, как побороть данный страх. Это будет относиться больше к родителям, ведь в процентном соотношении именно дети боятся темноты. Может быть, мы кому-то поможем. Первое – это обсудите страх.
Внимательно слушайте своего ребенка, не играя на его страхах, чтобы увидеть, сможете ли вы определить триггер. Ночной страх может быть вызван сказкой перед сном или даже стрессовым событием в течение учебного дня. Проще говоря, переговорите с ребенком и успокойте его. Это поможет спокойно уснуть, не беспокоясь о темноте. Второй пункт – это страшное изображение. Когда дети успокаиваются после напряженного дня и наступает ночная тишина, они могут начать прокручивать в голове страшные образы, которые видели в книгах, фильмах, видеоиграх или даже в новостях. Соедините эти визуальные эффекты с ночными скрипами дома или странной тенью на стене, и вы получите ребенка широко открытыми глазами в полночь. Но тревожное изображение не единственный источник ужаса. Как мы знаем, дети очень изобретательны. Они воображают в темноте все возможные вещи, которых там нет. Бывают даже такие случаи, когда они не могут отличить фантазию от реальности. Если они представляют себе монстра в шкафу, в их воображении он должен быть там. Поэтому стоит ограничить просмотр изображений насилия и выключите новости, когда рядом находится ваш ребенок. Что касается света, это тот источник, при отсутствии которого человек может моментально оказаться во власти никтофобии, и справиться с ней будет достаточно сложно. Сон с ночником может помочь некоторым детям и взрослым чувствовать себя более комфортно в затемненной комнате. Иногда достаточно лишь небольшого количества света, чтобы помочь заснуть и, собственно, продолжать спать. Данная фобия не исключение. Как я говорил в прошлых роликах про фобии, существует множество терапий, которые могут помочь справиться с тем или иным страхом. Поэтому давайте немного поговорим об этом. В нашем случае их аж целых 5. Когнитивно-поведенческая терапия. Она создана для того, чтобы научиться изменять свою реакцию на страх темноты. Экспозиционная терапия. Вспоминаем талассофобию. Я там рассказывал об этом, но если кто не смотрел, то данная терапия включает в себя постепенное воздействие, в нашем случае темноты, чтобы вы могли стать менее чувствительными к ней. Гипнотерапия, которая помогает переосмыслить свой страх темноты и тревогу, которую он вызывает. Гипнотерапия включает в себя управляемые упражнения на расслабление, когда ваш разум находится в спокойном состоянии. Психотерапия или разговорная терапия помогает вам понять свои страхи и справиться с ними. Также существуют упражнения на осознанность, такие как йога, дыхательные упражнения и медитация. Это поможет вам контролировать тревогу, когда вы находитесь в темноте. Ну и по традиции я вам расскажу несколько интересных фактов об этой фобии. Никтофобия может вызвать тремор рук, рвоту и головокружение. Испугаться можно в прямом смысле до смерти. Все, что вызывает реакцию на борьбу или бегство, вызывает выброс адреналина в организм. Это увеличивает частоту сердечных сокращений человека и увеличивает приток крови к мышцам. Если человек имеет некие заболевания сердца, то этот испуг послужит тому, что сердце может не выдержать. Столкнуться со страхом – лучший способ дать отпор и победить. Дело в том, что страх – это мыльный пузырь, в который стоит пойти, и он лопнет. Но не каждый отважится ходить по ночам в темноте в своей квартире и исследовать, что здесь ничего нет, ведь подобная практика может даже свести с ума. Боязнь темноты обычно начинается с 2 или 3 лет. Страх темноты может сохраняться всю жизнь, если эта фобия однажды произвела на человека сильное впечатление. Огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что благодаря этому ролику вы узнали для себя что-то новое. Не бойтесь темноты и помните, что страх – это всего лишь иллюзия. Как обычно, напишите в комментариях, есть ли у вас какие-то фобии. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на этот YouTube канал. И в Telegram еще наш зайдите, там очень много интересного. До новых встреч, друзья. Пока.